Приветствую всех на моем канале. Здесь я рассказываю о кельтской культуре. 21 декабря наступило зимнее солнцестояние, когда день самый короткий, а ночь самая длинная. Это период, когда солнце восходит на минимальную высоту над горизонтом. Оно как будто бы останавливается в своем движении. Отсюда и слово «солнцестояние». Ирландское гельское название зимнего солнцестояния Greenstad Anhéire буквально переводится как «остановка солнца зимы». Астрономически солнцестояние – это точный момент, длящийся всего несколько минут. Но человеческому глазу этого не разглядеть. Древние кельты, в частности ирландцы, отмечали не астрономические события, а праздники, привязанные к сезонам. Они визуально подмечали, что в это время Солнце несколько дней почти не меняет своего положения на горизонте, словно оно замирает. Это был поворотный момент года, время, когда тьма достигает своего предела, а свет готовится постепенно возвращаться. В традиционном народном восприятии чаще всего говорили о 3 днях солнцестояния. Это не один день, а короткий период. День до солнцестояния – 20 декабря, день солнцестояния – 21 декабря и день после дня зимнего солнцестояния – 22 декабря воспринимались как единое сакральное целое. Почему это время считалось опасным и сакральным? Потому что зимнее солнцестояние воспринималось как тонкое время. У кельтов выражение «тонкие ночи» по-английски «thin nights» обозначало особые периоды в году, когда границы между миром живых и миром духов считались особенно тонкими, прозрачными, уязвимыми, а сила духов, сила предков и различных потусторонних существ усиливалась. Мир живых в период тонких ночей был особенно чувствителен к магии и сверхъестественным влияниям. Люди верили, что именно в такие моменты судьба года еще не решена, и от человеческих действий может зависеть, вернется ли свет. Отсюда и традиция зажигания кельтами огней в эту ночь. Огонь считался земным отражением солнечного света. В ночь зимнего солнцестояния было принято зажигать костры ночью, поддерживать огонь в очаге в течение всей ночи, а также ставить зажженные свечи на окна. Древние кельты таким вот образом совершали ритуал поддержания света в момент его особой уязвимости, когда нужно было как бы помочь солнцу вернуться. Люди верили, что зажигание огней защитит дом от хаоса зимней ночи и от злых духов. Традиция всю ночь поддерживать огонь в очаге сохранилась в Ирландии вплоть до XX века. В период перед Рождеством было принято поддерживать огонь в очаге или хотя бы оставлять на ночь тлеющие угли в печи. Считалось, что это защищало дом от дурного глаза и несчастий. Также и со свечами. Позже традиция свечей в окнах обрела христианское толкование. Знак гостеприимства и ожидания святого семейства Марии и Иосифа. Символически это оказание им должного приема в Вифлееме. Существовала строгая примета. В период зимнего солнцестояния нельзя было выносить огонь из дома, будь то уголь, тлеющая головешка или даже спичка, и отдавать его другим. А почему же нельзя было выносить огонь из дома? Считалось, что вместе с огнем можно вынести удачу, защиту и жизненную силу семьи. Дом без огня становился уязвимым перед силами зимы. Эта примета также просуществовала в Ирландии до XX века. И точно так же в период Адвента считалось недопустимым делиться в дни Адвента огнем, а еще солью. Но с солью это уже более поздняя фольклорная традиция. Во многих регионах Ирландии считали, отдать соль в Адвент – это все равно, что отдать удачу со стола. В ирландских суевериях Адвента древний кельтский сакральный запрет наложился на христианские традиции и особенности быта, где огонь и соль
напрямую связаны с выживанием людей в суровые зимние месяцы. Стоит еще рассказать про вечно зеленые растения. У кельтов, в том числе в Ирландии и Шотландии, вечно зеленые растения использовались как обереги и как символ жизни среди зимы, и еще как магическая защита дома и скота в опасные периоды года, то есть в период тех самых тонких ночей, Соуэна и зимнего солнцестояния. Астралист – один из самых древних и важных символов. Еще в древности друиды считали астралист символом плодородия и вечной жизни за его красные ягоды и за остающиеся зелеными даже в суровую зимнюю погоду листья. В христианской традиции астралист приобрел статус символа Рождества. Ветви астралиста часто вешали над входом в дом, иногда над очагом. Порог дома и дымоход считались самыми уязвимыми местами жилища, через которые в дом могли проникнуть злые силы в период тонких ночей. Плющ, а также ветви ели и сосны тоже считались наделенными защитными свойствами и также развешивались в доме. Амела же чаще использовалась для ритуалов, но не было принято приносить ее в дом. Уже в более поздней христианской традиции в Ирландии амелу начали приносить в дом, но это не древнекельтская, а поздняя народная традиция, когда амела стала частью рождественской символики и стала считаться растением, которое приносит удачу в новом году. Для древних кельтов вечно зеленые растения в доме были не украшением, а оберегом. Кельты не украшали дома в современном смысле, а приносили в жилище вечно зеленые растения как защиту и знак жизни. Таким образом, зимнее солнцестояние в кельтском мире было не просто астрономическим явлением, а пороговым моментом года, временем, когда тьма достигала предела, а будущее еще не было окончательно определено. В эти тонкие ночи люди стремились всеми силами удержать свет, поддерживали огонь в очаге, зажигали свечи, берегли тепло дома и защищали его вечно зелеными растениями, как знаками жизни среди зимы. Свеча в окне, запрет выносить огонь за порог дома, астралист у двери – все это разные формы одного и того же древнего человеческого действия – сохранить свет, когда он кажется особенно хрупким, и защититься от тьмы и злых сил. И, возможно, именно поэтому эти обычаи до сих пор откликаются в нас, потому что каждый раз, зажигая огонь в самую темную пору года, мы повторяем очень древний жест надежды на то, что солнце и свет не угаснут навсегда, а снова вернутся к нам после зимней стужи. Если вам интересны кельтская мифология, древние традиции и тайные смыслы знакомых обычаев, подписывайтесь, дальше будет еще много интересных историй. Спасибо за просмотр. До новых встреч!